Друзья, всем привет! В Краснодаре осень, октябрь на дворе. Вы знаете, очень много людей спрашивали, оставляли комментарии, сколько по деньгам, сколько по времени нужно, чтобы построить, сколько по деньгам вообще будет стоить печной комплекс, в котором будет присутствовать как зона под казан, также зона под жарку приготовления мяса, наш любимый шашлык, как без него. Вот. И так случилось, что Николай, который уже стал легендой на моем канале, это мой любимый сосед, которого мои подписчики уже, в принципе, неоднократно видели во многих роликах, решил себе построить вот такой вот печной комплекс. Постараюсь показать все, а там, конечно же, смотрите, если будут какие-то вопросы, то лично без проблем буду всем отвечать в комментариях. В общем, вот у Николая такое есть место, это стол на улице у него во дворе стоит, где в основном все гости собираются, празднуют разные мероприятия, также проводят выходные, ну и будние дни тоже проходят очень хорошо. Смотрите, вот место получилось такое, у него здесь был старый мангал, вот, но он его не устраивал, потому что когда только шла стройка, и он был, в принципе, сделан только для того, чтобы пожарить мясо. Плюс он был небольшой высоты, поднялась уже плитка, Коля поднял уже весь двор, и он стал вообще, в принципе, неудобен, и мясо там готовить было неудобно. Плюс неправильно там был сделан дымоход, что тоже немаловажно в печном комплексе. Ну и Коля принял решение о том, что просто его снести, убрать и построить уже хороший, современный, новый печной, так назову его, комплекс. Вот. Печной комплекс мы еще не придумали, как он будет называться, но я думаю, что в видео дальше как-нибудь мы с Колей уже придумаем его название и будем его там называть. Ну, сразу вам скажу, все универсальное, поэтому если вас что-то не устраивает или вы хотели бы что-то добавить в печной комплекс, это все делается без проблем, все это с мастерами обсуждается. Хозяин-барин, кому что нравится, в принципе, можете под себя также там построить и заказать. Ну что, смотрите, наслаждайтесь, я думаю, что вам понравится. Поехали! Всем приятного просмотра, погнали! Это мой геморрой. Жил хорошо, спокойно, деньги в кармане. Жаль. Ну ладно, зато какая красота Начинаем будет. рожать. О, зато какая красота будет. Ну что, начинаем потихонечку собирать печной комплекс. Николай, как все-таки назовем? Как наша богатырская. Богатырская? Горыныч? Ну вот, освободили место, значит, будет вот так вот он простираться здесь. Сразу же наперед скажу и всем посоветую, прокладывайте сразу же трубы под канализацию, под воду. Вот, Николай уже провел, там вот сделал такой небольшой септик, получается, чтобы вся вода все уходила вот сюда. Здесь такое одно колечко, мы закопали, заодно елочка вот такая вот у него красивая растет. Елочка будет подпитываться, и у него не будет там стоять грязи, будет аккуратненький умывальничек. Приступаем. А как мы приступаем? Естественно, за Горыныча. Горынычем. Горыныч потихонечку перемещается во двор. Тут уже произведена раскладка, приблизительно как он будет. Сбили колонну, выровняли стену. Первый день. Полностью произведена заготовка всего материала. Расчертили, разметили все. И потихонечку сейчас будем начинать. Анатольевич, приветствую.
Так вот все работает. Конец первого рабочего дня. Выложена, так сказать, основа. Первый ряд. Основа основ. Горыныч потихонечку приобретает свой вид. Мы уже потихонечку начинаем радоваться. Превращаться в Горыныча. Первый день. Так, друзья, второй день начался. Контролирующие надзорные органы. Это уже готовый кирпич. Сейчас чистится, моется. Шлифованный. Весь кирпич занесли во двор. Здесь уже пошла раскладка. Это шамотный кирпич, огнеупорный, которым будет обкладываться уже непосредственно вся топка. Вот так вот уже. Горыныч потихонечку растет, скажем так, увеличивается. Это мастера, дело мастера боится. Обращаю внимание, что раствор, клей, использовался только в самом первом ряде. Сейчас уже весь кирпич ложится на... Это силикон или строительный клей? Что это? Монтажный клей, получается, типа жидкие гвозди. Да, вот. Без рекламы, но вот так вот, без шва, ложится Горыныч. Всем привет, друзья! Еще раз второй день у нас идет постройки Горыныча. Потихонечку он растет, вот так вот начинает уже возвышаться, приобретает свою форму. Хотел немного рассказать, из чего в принципе он делается, из чего он строится. Смотрите, обычный прессованный кирпич. Тут нету целого, но у ребят спросил, говорю, наверное, кто-то сидит тут, это искусственно его ставит. Ребята говорят, да нет, все просто. Есть такая типа бетономешалки, забросили. Он крутится и получается грани обламываются. И получается вот такой красивый, в принципе, искусственно застаренный кирпич. В принципе, просто, но смотрится, конечно, очень красиво. Вот то же самое, прессованный, но темный. Прикольно, стильно, красиво. По крайней мере, Николай выбирал, смотрел то, что он хотел потом лицезреть, в принципе, всю свою жизнь. Как я вчера даже сказал, говорю, это еще будет и внукам, и правнукам. Ну, это дело такое, делается один раз и надолго. Вот то же самое кирпич, но это уже фаску снимали болгаркой, да, наверное, это какой-то болгаркой. Станком, да, ну, смотрится, конечно, очень красиво. Вот. Фрезеровочный станок.
фрезеровочный станок, вот подсказывают ребята, кстати, молодцы, хорошо работают. Я потом вблизи, конечно, покажу Горыныча, как выглядит. Вот третий ряд как раз идет вот такой кирпич. Выглядит стильно, молодежно, отвечающий биению современности. Так что вот такая вот идет работа. Еще там огнеупорный кирпич лежит, ну тоже поближе потом расскажу. Ну что, поехали дальше, смотрим и наслаждаемся. Подошел к концу второй день рабочий. Горыныч в процессе, Горыныч приобретает форму. Сейчас немножко поближе покажу. Центральная топка. Далее идет плита. Уже вот место под зольник, место под очаг дрова. Здесь вот начали ложить так называемый бутняк. И это место под раковину. Здесь будет у нас раковина. В принципе, вот на ваших глазах за 2 дня, но первый день такой был более подготовительный, конечно, молодцы ребята. Ну, вот, за день, считайте, собрали основной корпус. Как я спросил, что самое тяжелое, ну, сказали, самое тяжелое это уже непосредственно сама топка и дымоход. Так что продолжаем дальше строительство. Вот так вот выглядит кирпич вблизи. Очень красиво, бесшовно все. Такие вот грани. Вот он изнутри как. Что, смотрим, наслаждаемся дальше. Новый день, новые истории, новые достижения. Горыныч строится. Всем доброе утро. Это третий день. Начало. Мы начинаем. И мы продолжаем. Сегодня будет производиться установка дверц. Вот уже в принципе все готово. И также будет выкладываться полностью отдел, где будет костер и зольник.
Поближе покажу, как все идет. Вот такая вот получилась наикрасивейшая топочка. Вот. Зольник. Красота. Уже труба, дымоход виден. Такая вот красота неописуемая. Горыныч все приобретает свою форму, становится все красивее и красивее. Ну что, сейчас мастер будет делать панцирь топки, центральную часть Горыныча, пасть, назовем ее так. Третий день подходит к концу. Вот такая вот произведена работа уже. Ребята дорабатывают раствор. И на сегодня это все. Вот уже готова верхняя часть, тяга на самом мангале, на одной из голов Горыныча, которая будет стоять. Это непосредственно сам мангал уже. Топка. Такая вот красота. Огнеупорный кирпич уже лежит. Это труба, которая выходит у нас с плиты, которая будет вот здесь находиться. Пока что можно заглянуть изнутри. Такая вот красота. Здесь уже подготовлена под керамогранит почти. Так что процесс идет, Горыныч растет. Хозяин радуется. Колек, не вижу радости на твоем лице. Какая радость. На мне деньги зарабатывать. Я тоже так смогу через 4 года. Всех денег не заработаешь. А Горыныч он один. Горыныч растет. Всем доброе утро. Это 4-й день. Мы начинаем. КВН. Горыныч. Горыныч все растет и растет. Поближе покажу. Это под мойку место уже. Столешница, плита и мангал. Так вот сделали. Выступы, чтобы сюда ставилась решетка. Те выступы, чтобы ставились шампура. Ну, а это непосредственно топка. Еще дно еще выложится. Четвертый день приближается к завершению. Вот так вот на данном этапе выглядит Горыныч. Уже готово его, назовем это огненной пастью. Топка. Сердце дракона. Такая вот красота. На
сегодня работы окончены. Как говорят, дело мастера боится. Это уже к завершению к своему идет столешница с раковиной. Вот такой вот наикрасивейший комплекс Горыныч. Всем привет, друзья! 5-й день в полном разгаре. Горыныч растет. Николай худает. Все работают, работа идет полным ходом. Мы продолжаем. Как парни обещали, в 7-дневный срок Горыныч будет готов. Ребята обработали черный камень пропиткой. Очень красиво, современно, практично. Так сказать, отвечающий биению современности. Ну вот и настал тот день, когда все идет к своему логическому завершению. Горыныч приобрел почти окончательный свой вид. Сегодня у нас 6-й день. Сегодня будем доделывать, значит, трубу. Ребята будут доделывать плиту, мойку. И здесь такой бортик-кантик. Ну вот и последние завершающие штрихи. Вот такой вот, уже можно сказать, получился Горыныч. Печной комплекс, который будет радовать семью Николая и его гостей. Да-да. Очень красивый получился. В принципе, на ваших глазах с нуля его собрали. Я думаю, было интересно посмотреть, как это происходит, как это строится, некоторые нюансы. Ну, очень красиво. Я считаю, те, кто любят готовить, те, кто любят компании, кто любит посиделки, кто любит вечеринки,
такая штука должна стоять у каждого, в принципе. Ну и плюс еще и напоминание о том, как кто-то когда-то создавал эту красоту. Я вот уже Николаю сказал, это, конечно, память будет и детям, и внукам, и правнукам. Вот и сам Николай. Отлично. Вот этот жест внушает хорошее настроение. Последний штрих — установка плиты. Итак, барабанная дробь. Это вот топочка под казан. И сверху устанавливается плита. Как завершающая стадия такая, видите, красивая. Как называется? Распушну. Сейчас бухну. Ну, типа так и называется. Аж бушну. Вот такой вот красивый декор. Ну, я думаю, что это, если честно, не практично, все равно выгорит. Но он не выгорает, это же не горючий материал. Не говорю, что Это оно- больше ну, товарный вид ну, косметики. смотрится красиво, да, просто. В момент сдачи должны. Да. Потом может и не использовать. Конечно же, колечко. Вуаля. Зажжем, разожжем. Камин, конечно, получился обалдеть. Здравствуйте, здравствуйте. Шел? Ну, поди. Ой, красота, посмотрите. Как вечный огонь. То, что в турбуте. Слышите? Огонь в трубу пошел, там шикарно. Какая красота. Перезакрываем шибы. Оп, все, прекратилось. О, да. Тяга вообще аж гудит. Калек подкидыш. Ну все, понеслась. Пацаны в азарт уже вошли. Все, палим. Да, Миш. Ну что, все. Горыныч работает. Работает очень хорошо. Аж гудит. Вот такой вот получился печной комплекс. Мангал, плита. Поближе покажу. Труба пошла. Вот. Печь. Это светильничек. Ага. Еще нет питания, но будет. Вот такая вот красота. Всего лишь 6 дней. За 6 дней мастера могут создать вот такой вот шедевр, не побоюсь этого слова, произведение искусства, который будет радовать любого человека, я считаю. Да и не только человека. Такая вот. Ах да, кстати, я ни разу не показал, сейчас покажу еще. Труба.
Труба это тоже своеобразное произведение искусства. Вот такая вот труба. Уже летит оттуда пепел. Такая вот красота. Все работает, друзья. Николай, мы поздравляем тебя. Пис. Молодцы, парни. Спасибо большое. Обращайтесь. Давай, наливай. Первый, как это назовем, отжиг, Запуск. запуск. Начало. Запуск. Пошла жара. Тут если температура увеличится, вообще будет тяга там. Надо засосать кого-нибудь. Друзья, ну первый такой прогрев. Смотрим, проверяем, чтобы нигде ничего не треснуло, как все нагревается, как все расширяется. Пока все, конечно, идеально. Тяга, как вы видите, идеальная. Товарищ папарацци. Халек, мы тебя поздравляем. Пускай каждый месяц здесь минимум жарится тонна мяса.
Первый переворот. Подъем, переворот. Повар Алексей. Это в узких кругах по-настоящему Владимир. Владимир Геленджик. Просто терем. Монастырский терем прошел. Монастырский Хэштег терем. монастырский терем. Так, кстати, еще возможно, это невозможно, еще расскажу про это удивительное место, про которое ходят легенды, А лучше показать. а лучше показать. Совершенно правильно. У нас там нет такого мангала, зато есть Приезжайте в Геленджик, 3 вида других. там очень хорошо. Место встречи бездетных. И они там получаются. У кого не получается, там получается. Таких еще не было, кстати, чтобы у кого-то не получили. Чуть-чуть отдохнуть. А где у нас шампери? Вон крутилка у тебя. Я здорово, вижу крутилку. крутилка Чуть ты не ругайся. Все равно мелко. Ай-ой, что это? Друзья, я думаю, будем на этом завершать, потому что я уже отвлекаюсь, и я подытожу, скажу вам.